Всем привет, дорогие друзья! Мы подошли к Исаакиевскому собору. Вон они, экскурсионные двухэтажные автобусы, на которые мы сегодня тоже возьмем билеты и прокатимся. Вот. А вот так выглядит Исаакиевский собор. Сейчас зайдем, покажу по стоимости билетов и что там внутри тоже. Просто вау! Прошли мы этот собор, и вот здесь на углу кассы. Музей работает до 17:30, билет 350. Дети до 18, студенты-пенсионеры 100 рублей, дети до 7 бесплатно. Колоннада без льгот, билеты стоят 200 рублей. А вот же касса свободная, нет, ребята? Аудиогид 200 рублей. И вот клонада. А там тоже каждый день? А там вы сами посылаете по винтовой лестнице, как на 15-этажный дом. А вход туда-обратно идти, да? Третий четверг каждого месяца музей могут посещать бесплатно лица до 18, студенты, курсанты. На посещение колоннады не распространяется льгота. А вот это стоит, он не курсирующий автобус, да, это касса? Вот этот автобус стоит, работает как касса на эти экскурсионные автобусы. Мы купили билеты, на колоннаду билеты покупать не стали, потому что наши друзья были, сказали, что ерунда полная. Просто видны сверху крыши домов. Им не понравилось, а тем более сейчас все заснеженные крыши, ничего кроме беленьких вот этих вот крыш мы ничего не планируем там увидеть, поэтому на колоннаду билет не стали покупать. Да, Алексей спрашивает, все время ли стоит автобус. Женщина ответила, да, это касса. Вот. В общем, идем ко входу в сам собор. Мы немножко обошли отказ и пришли ко входу в Исаакиевский собор. Классные маски у вас, красивые, голубенькие. Турникетная система. Сейчас Алексей раздает всем билеты. Так, прикладываем штрих-коду. Л. Зеленая стрелка загорелась, и идем. По указателю вход, идем направо. Так, подошла экскурсовод и пригласила нас пройти. Слушайте, ну смотрится шикарно. Вау, просто вау. Приветствую вас, да, доброе утро. Доброе. Приветствую вас в Исаакиевском соборе. Это один из символов Санкт-Петербурга. Памятник архитектуры и искусства XIX века. Это один из крупнейших православных храмов России. Это здание строили ровно 40 лет, с 1818 по 1858 годы. Это был главный собор не только города, но и страны. А сейчас это музей. Но церковные службы здесь возобновлены уже более чем 30 лет назад. Они совершаются ежедневно. Обычно, кроме среды, это выходной, как правило, это свободно. Что же, когда совершаются богослужения особо большие, архиерейские, тогда открывают парадные двери, ведущие в храм. Их у
нас двери. Весь северно обращенный туннель находится в ключе собор. Видите, она вся закрыта сверху донизу. Она сейчас идет очень масштабная реставрация живописного убранства. Уже 6-й год подряд. Здесь последовательно закрывают разные объемы в храме. Ну, сейчас закрыто там, а, например, 3 года назад доступа не было. Вот сюда, где мы сейчас находимся. Здесь работали специалисты. И тогда были заблокированы нужные двери. Пожалуйста, к ним сейчас ближе пройдем. Основу двери весит 20 тонн. Открывают достаточно легко. Там встроены специальные зубчатые механизмы. И на каждой створке видимо 4 больших квадрата. В них изображены сцены из жизни святых. Двери можно прочитать словно книгу. И левая створка, чуть вместите, пожалуйста, она посвящена святому князю Владимиру Ильичу, крестившему в конце X века. Наверху рельеф Философ проповедует князю Владимиру Киевскому христианскую веру. Затем ниже князь Владимир принимает посольство, вернувшихся из разных стран. Ниже крещение князя Владимира в Херсонесе, а еще ниже крещение киевлян. Правая створка, она посвящена Александру Невскому. Наверху победа Невского над шведами. Затем Александр Невский отвергает предложение Папы Римского принять католическую веру. Еще ниже умирающий князь принимает монашеский сан, а внизу Петр Великий перевозит мощи Невского в Петербург, в Лавру, где они и поныне находятся. И вот здесь украшены подобным образом другие двери. Есть еще западная, кстати, на всех 3 двери. И на несколько сцены двери посвящены разным событиям. Вот. Все весят по 20 тонн. А самое тяжеловесное – это колонна, украшающая здание снаружи. Мы сейчас одну из них увидим в окно. Пройдемте назад, пожалуйста. Перед нами старейший экспонат музея. На сегодняшний день модели 195 лет. Она выполнена в 1826 году в масштабе 1 к 16. Оригинальная конструкция была в 16 раз длиннее, шире и выше и достигала высоты 22 метра. И вот как же ставили колонны при помощи несов. Одно из них дальше в окно можно видеть. Смотрите, давайте ближе. Да, что ли старинного деревянного. На экране мы рисуем. Пожалуйста, внимание вот на этот экран. Вообще, собор снаружи украшает 112 гранитных колонн. Они разного размера, разного веса. А мы говорим о тех, которые стоят внизу. Они формируют собой величественные портики, украшающие здание снаружи, словно храм древнегреческий. Нам тут все цифры уже напоминают и высоту, и вес, и общее их количество. Первую колонну устанавливали в марте 1828 года, последнюю в августе 30-го. На весь процесс ушло почти 2,5 года. Очень длительная была подготовка к установке колонн, поставили быстро, и это было событие в жизни Петербурга первой трети 19 века. Каждый монолит обвязывали прочными корабельными канатами и направляли в один из коридоров несов, направляли в горизонтальное положение. А канаты через систему блоков протягивали и закрепляли у специальных рычагов на сторонах. Были такие особые поворотные механизмы с 2 сторон от несов, по 8 с каждой стороны, всего 16. Поворотные механизмы, такие лебедки, называются кабестаны, и каждый вращает по 8 человек. В итоге 128 рабочих по сигналу все эти кабестаны вращали. По особому сигналу по удару в колокол. Они начинали их переводить в движение. Канаты натягивались, и колонна постепенно занимала вертикальное положение примерно за 45 минут. Причем вначале ставили колонну, а только потом внутри строили здание. Леса были очень большими, они не поместились в
какие-то считанные секунды колонна приподнималась в воздухе и занимала предназначенное ей место. Они не закреплены, держались и держатся под тяжестью собственного веса в 114 тонн. Они, конечно, выполняют несущую функцию, они находятся карниз, здания строили дальше, но внизу их никто закрыли. И вот напомню еще раз, что вначале ставили эти монолиты, потом стены, да, толщиной, кстати, от 2,5 до 5 метров. Потом уже перекрытие, из кирпича это все делали, да, из того жаре купола возводили. Центральный купол храма виден из многих районов Петербурга, и не только Петербурга, также и его модель сейчас увидите, когда я смотрю. Перед нами сейчас модель разреза купола, да, главного. Он металлический. У него 3 взаимосвязанные части разной формы. И между ребрами внутренней и средней оболочек заложено около 100 тысяч пустотелых керамических цилиндров, гончаров, галосмехов. Они сохраняют тепло и улучшают акустику. А наружный слой покрыт трижды позолоченными медными листами. Вообще собор это пятикупольное сооружение. Убедимся в этом, пройдя еще к одной витрине. Идеальное построение дает ощущение динамичности и устремленности ввысь. Тоже старинная модель, ей 175 лет. Именно она стояла в кабинете у архитектора, и Монферран говорил, что модель эта была весьма полезна во время производства работ. Ее выполнил самобытный мастер, резчик по дереву, крестьянин Максим Тихонович Салин. Он ее сделал из липы, без применения гвоздей, с минимальным использованием клея. Он детальки соединял при помощи маленьких березовых штырьков. И он ее сделал в масштабе 1 к 166. Модель пришла к нам из 19 века. А следующие 3 макета, чуть вместимся, пожалуйста. Это уже век 21. У нас они появились 13 лет назад. Это модели церквей, которые собору предшествовали. Все макеты выполнены в одном масштабе, их легко друг с другом сравнить. И вот мы видим, какой же маленькой была первая Исаакиевская церковь в городе. Это самое начало 18 века, 1707 год. Здание находилось недалеко от собора, рядом с Адмиралтейством. Потом была по счету церковь вторая. На ее месте памятник Петру Великому, медный всадник. А третья, она была прямо здесь, на этом месте. Да? Церкви не сохранились. Но название Исаакиевская от первой перешло ко второй церкви, затем к третьей. Наконец, последовательно к нашему собору. А Петр Первый заняться вот эту маленькую закладывал церковь. Да, сам. и даже вторую закладывал. Тоже, Просто да? это недолго существовало, ее разобрали при Петре, построили вторую. А уже при Екатерине начали строить третью, достроили при Павле Первом. А нашу начали строить при Александре Первом. Ну и там при Николае и Александре Втором завершили. Они ее разобрали тоже. Все разбирали, хотели построить все лучше, все красивее, найти как можно лучше место расположения. Вот деревянная была только первая, остальные кирпичные все равно разбили. В первой церквушечке Петр венчался с Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной I. Во второй все церкви не сохранились, все три. Но название от первой перешло вот к нашему собору. И первую церковь, понятно, назвал сам Петр I. Он ее так назвал в честь своего небесного покровителя. Я вам потом позже икону святого Исаакия покажу. А сейчас мы отправимся к портрету. Как видим, портрет скульптора — это бюст Зодчего. Монферран француз. Родился в предместье Парижа в конце 18 века. И когда было ему 30 лет, он приезжает в Россию. Здесь живет 42 года. И себя проявляет как блистательный, талантливый зодчий. Главным делом всей своей жизни он считал возведение Исаакиевского собора. Проходит 4 недели после освящения храма, 28 дней, он умер в возрасте 72 лет. И вот обратите внимание, что этот бюст, а также его основание выполнены из тех же видов минералов, которые сам архитектор использовал в отделке интерьера. Вот если снаружи колонны гранитные, внутри гранита нет, здесь преимущественно мрамор. У нас мраморный пол. Мы сейчас по нему пройдем ближе к центру и все по порядку увидим. Вот мы внизу видим светло-серые плиты камня, также темно-серые.
Такой мрамор добывали на северной конечности Ладожского озера. Близ местечка Рускеалу, это Рускеальский мрамор, территория Карелии. Есть также внизу мрамор розовый, его много на стенах. Такой камень добывали на Онежском озере, тоже в Карелии, а еще привозили за границей. Из Италии белый мрамор, серо-зеленый, желтый, из Франции красный. А вот самый нарядный, самый сказочный камень впереди у нас там колонны синие и зеленые. Это не мрамор, синий это лазурит, ляпис лазурь, афганский камень, а зеленый это уральский малахит. И вот те колонны, они уже не цельные. Внутри у них специальные конструкции бронзовые, они обклеены тонкими пластинками дорогого камня. Подбирали их в технике мозаики по цвету и по рисунку. И еще мы отсюда максимально хорошо видим, какое большое пространство открывается перед нами. Площадь собора более 4000 квадратных метров. Сюда вместимость храма так около 10 тысяч человек. И на богослужение, мы сейчас останемся здесь, но развернемся, ходили, как правило, в те западные двери. Помните, говорят, концерт. Это двери в западные, чаще всего открывают именно эти врата, когда в соборе проходят большие службы. И вот здесь, во втором есть икона вот этих дверей. Справа святой апостол Петр. В честь него город назван. Петербург назван не в честь Петра Великого, императора, как многие думают ошибочно, а в честь именно апостола Петра, одного из учеников Иисуса Христа. Санкт-Петербург – это крепость святого Петра. Так с немецкого языка переводится название города. Справа апостол Петр. А слева на иконе это святой Исаакий. Вот в честь него назван собор. Видим старца в монашеском одеянии. Исаакий Далматский, византийский монах. Он жил в IV веке. А Петр Великий, основатель Петербурга, родился в тот день, когда церковь почитает память этого святого. И Петр считал его своим небесным покровителем. Вот в честь святого Исаакия назвали маленькую первую деревянную церквушечку, мы на модели видели уже, да? И это наименование пришло к нашему саду. Обе иконы живописные, выполнены на холстах. У нас есть такие же еще иконы и мозаичные. Они находятся в части восточной собора. Храм украшен разными видами искусства, да, и мозаикой, и скульптурой, да, каменным украшением не восхищать храм, да, и, конечно, живописью. Только в Исаакиевском соборе столь полно сохранилась коллекция русской монументальной живописи первой половины XIX века. Это самый крупный живописный ансамбль того времени. Вот здесь 155 живописных работ. Над их производством трудилось 22 художника. Из них самые известные это Федор Брони и Карл Брюллов. Здесь Брони исполнил 12 росписей. Среди них видим честно, например, западный Берлин. Большим прямоугольная роспись «Адам и Ева в раю». Потом полукруглая «Творец благословляет свое творение». На своде роспись квадратная, небольшая. Ну, впрочем, она кажется небольшой, ее площадь 42 квадратных метра. Сотворение светил. Это все работы, посвященные теме сотворения мира. Это все росписи, выполненные Федором Брони. Он в то время был ректором Императорской академии художеств. А вот Карл Брюллов, автор всемирно известного полотна «Всемирный день Помпеи», он исполнил только одно произведение, но самое значительное даже в размерах. Развернулись, мы сейчас наверх, пожалуйста, посмотрим. Великого Карла, как называли художника, его коллеги и ученики. Эта роспись называется «Богоматерь во славе». Роспись грандиозна по своим размерам, ее площадь 816 квадратных метров. А в центре, на фоне круглого окна, можно видеть птицу белокрылую. Это голубь, символ Святого Духа. И эта скульптура тонкой сломети, покрытой серебром. Вся скульптура в соборе покрыта золотом. 400 килограммов его было потрачено на убранство храма. Все, что наверху желтое, все покрыто золотом. Голубь серебро. Размах его крылья более 2 метров, 2 метра 8 сантиметров. И трудно в это, конечно, поверить. Но расстояние от пола до скульптуры 86 метров, это ни много ни мало, высота почти 30-этажного дома, он нам кажется не таким большим. Было время, когда голуби убирали, и долгие годы здесь в центре висел маятник Фуко, бронзовый шар на креплении. Опыт с ним показывал, что Земля вращается вокруг оси. В 1931 году
Под сводами собора открыли музей антирелигиозный. Туристический маятник Фуко стал его главным экспонатом. Здесь он висел очень долго, 55 лет. Но убрали его, все равно был надвременный, как бы там ни было, и глубоко чуждо. Его демонтировали уж 35 лет назад, в 1986 году, а в 90-м здесь несение Господне. Вот мы хорошо и видим эти маленькие элементы разной формы. Материал искусственный, называется смальтом. Это непрозрачное цветное стекло. И вот мастера-мозаичисты использовали тысячи тонов и оттенков смальты, чтобы передать все богатство живописных красок. На расстоянии трудно будет сказать, в какой же технике исполнено произведение. Мы вблизи видим границы между кусочками смальты, а уже издалека они будут неразличимы. Вот в соборе 62 мозаики. Значит, где находится она? В центре только 8, только 8. Это высоко под круглым барабаном купола. Два нижних яруса иконостаса мозаичные. И там изображены евангелисты. И вот под ними уже работа прямоугольная. Страсти Христовы. Слева икона поцелуй Иуды. Иуда нам сейчас слегка прикрывает леса реставрационно. А справа Иисус Христос выведенный Пилатом перед народом. То есть 8 в центре, остальная мозаика, она вся находится в части восточной. Вот туда мы сейчас с вами уже и направимся. Прошу, пожалуйста. Итак, смотрите, перед нами иконостас. Вот его два нижних яруса полностью мозаичные. Икона Владычная, слева Матерь Божия, справа Иисус Христос. Иконы, украшающие царские врата, овальные, это сцена Благовещения. Округлые, это евангелисты, это все мозаика. Здесь нет ни одного живописного произведения. А в третьем чине такая икона мозаичная, только одна, центральная, тайная вечеря. Вот остальное это уже, там пророки, да, вибрации, это уже живописное произведение. В третьем ярусе мозаика только одна центральная. Еще много мозаик у нас находится в боковых пределах. Смотрите, по бокам, справа и слева есть такие арочки, они ведут в малые церкви, в пределы, в каждом свой иконостас, только малый, там тоже много мозаик. Свой алтарь, там проходят службы. Да. Они все действующие, они все освящены. В пределе справа, предел святой великомученицы Екатерины нас обычно совершается венчание и крещение. Вот вчера крещение было, там позавчера, там позавчера дважды, редко были, когда они не проходят. Крещение чаще будет, чем венчание. А вот церковь святого князя Александра Невского. И вот там у нас уже проходит 2 раза. Там открыто, пожелаете, если сможете пройти туда. Там приходит есть расписание на сайте, оно опубликовано. Начало богослужения 8 и 16:40. То есть утреннее уже закончилось, теперь уже будет вечернее. Вот именно на эти службы, именно в это время он свободный, с улицы свободный без билетов. Вход со стороны северного портика, то есть уже туда вот с портика, обращенного к книге, вы туда, кстати, будете уже выходить. Там есть крайние слева двери, они близко к этой церкви находятся, там вот в той части располагаются. Двери открывают, это вход на службу. Правда, так в центр не попасть. На данной экскурсии не пройти, там перекрывают, наши земляки берите, попросят показать. На экскурсию так не пройти, но на богослужение, церковную лавку, что там напротив, это всегда, пожалуйста, ну, минимум 12 раз в неделю. Среда выходной. А так 2 раза утром, вечером. Так можно в центр попасть раз в неделю, когда служба проходит, конечно, вот в главном алтаре. Это, несомненно, у нас такое происходит каждое воскресное утро. А еще большие праздники церковь. Проходит служба тоже в центральном алтаре, конечно. И мы видим, что вопреки обыкновению врата распахнуты здесь. Это сделано специально, чтобы можно было в глубине там видеть витраж. Это редкий случай использования такого вида искусства витражного в убранстве Русской Православной Церкви. Окно было выполнено в Германии, в Мюнхене, к середине 19 века. Мастера использовали более 100 тонов цветного стекла. Образ воскресшего Христа, возносящегося. Раньше, в царское время, так мы подсвечивали с противоположной стороны газовыми горелочками, и легкий трепет, едва заметные колебания воздуха создавали впечатление, словно фигура Иисуса Христа движется. И казалось, что Спаситель вплывает в этот храм. В годы войны
Летом все оттаивало, было сыро. Все это губительно для оформления художественного, больше всего для живописного. В особо тяжелых случаях утраты составляли 50-60%. Реставрация собора после окончания войны Великой Отечественной продолжалась 17 лет. Вот у нас сейчас тоже идет реставрация, я уже говорила, в части северной, да? А вот, например, 2 года назад, вот доступа не было он туда, вот где люстра висит, это часть предалтарная справа. Она была закрыта, сейчас можем смотреть интерьер после реставрации. И Резиновая часть последняя была послевоенная. Ее завершили в 63-м году, почти 60 лет назад. Конечно, видимо, так очевидно, разительно отличие. У нас не только реставрируют, а еще очищают все поверхности, моют все вот это много, так сказать, десятилетней пыли. Все эти работы процессы здесь, конечно, в этой части уже, может быть, в обозримом будущем. Интерьер будет приведен вот такой же вид, можно сказать, первоначальный, когда собор освещали, да, в середине 19 века. Ну, вот уж, да, почти 163 года назад. Как это было, увидим на копии со старой гравюрой. Пройдем к последнему. Вот такой была церемония освящения храма, а вот уж, да, в предпоследний день весны, 30 мая 1858 года, по старомости, а по-новому 12 июня. 12 июня это наш вот сейчас престольный праздник, это не только День России, это еще День Святого Исааки. Именно в этот день храм был освящен в присутствии императора Александра II и многочисленных гостей. Через год после открытия в собор в дар была принесена Тихвинская икона Божьей Матери. Именно она у нас и пребывает, я уже про нее говорила. Она сфотографирована, да, к счастью, да, была вот еще в 1915 году. Но тогда, видите, в царское время этот образ украшал такой оклад из драгоценного металла. И вот оклада нет уже давным-давно, он утрачен. А в 1922 году в России началась масштабная правопронитная кампания по изъятию церковных ценностей. Она не обошла стороной собор. Вообще здесь был большой приход, например, видим, с каким размахом. В 1908 году отметили полувековой юбилей храма. В тот день был такой массовый крестный ход. Здесь проходили регулярно службы, совершались все таинства церковные. И это все возобновлено. И снимок выполненный в тот исторический день. Вот мы вместившись сейчас увидим как раз. Где 62 года службы не проводились, да, но были возобновлены 17 июня в 90-м году. Тогда литургию здесь совершил патриарх Московский всей Руси Алексей II. И вот это все фотографии из новейшей истории храма. Здесь очень активная жизнь бывает такая, очень насыщенная, церковная тоже. За 3 последних года здесь состоялось около 2000 богослужений. То есть в год примерно 640. И они все совершаются вон там, в части восточной. Напомню, что они проходят у нас в главном алтаре. Это каждое воскресное утро непременно. Но гораздо чаще совершается в церкви, там слева, Александра Невского. Открыта церковь справа, церковь слева. Пожалуйста, пожелайте, сможете пройти, да, посмотреть. А во всяком случае, у нас, видите, получается такое сосуществование нашей работы музейной христианской православной жизни. Она здесь возобновлена. Вот уже более чем 30 лет назад, да, в 90-м году. На этом мой рассказ завершится. Это наиболее значимая информация о соборе. Спасибо вам за внимание, за интерес. Спасибо. Если вопросы какие-то остались, пожалуйста. Есть? А вот это, пожалуйста, пожалуйста. На колоннаду, да? Да. Видите, нужно... Давай еще раз. Это икона Тихвинской Божьей Матери. Ее оригинал хранится в Тихвинском монастыре. Ага, А перед нами это просто копия этой иконы. понятно. Пойдем дальше. Пойдем. Смотри, какая свеча. Очень важно, смотрите, здесь еще для слабовидящих есть штучки. Да? Да. Тайная вечеря. Тоже есть. Вознесение Господня. Это тоже мозаика? Нет, рукописная, да?
там тоже, смотри, как красиво. Класс. А здесь что у нас? Сошествие Святого Духа на апостолов. Бюст кого? Архитектора, да? Это вот там мы его смотрели? Да. Из мрамора? Да, да, Это который возводил собор, да? да. А это уже бюст из чугуна. Чугун, да? Да. Вот это все мозаика. Да, сказали. От колонн. Вот, в середине колонн. Первый и второй ярусы из мозаики. Да. Третий это уже масло. Угу. В храм пойдем? Это действующий храм. Икона святой Владимир и княгиня Ольга. Ну, там наверху тоже под куполом работа какая-то. Люстры одни только чего стоят, да? Круто, да? Что это, Олег? Введение во храм Пресвятой Девы Марии. Вот это все мозаика. Видно их? Витраж вот этот, сказали, во время Великой Отечественной пострадал. Нижняя часть, от нижней части не осталось практически ничего. Потом его восстанавливали, да, Олег? Святой Петр. Тоже из мозаики, да, Олег? Да. Как называется? Смальта. Смальта. Я предлагаю, сейчас папа придет с денежкой, Да. купить свечки и пойти в храм уже со свечками, да? Вот это действующий храм. В него вход свободный со стороны улицы. Можно в него попасть. Таким образом, они старались сэкономить
сэкономить очень дорогостоящий материал. А потом, когда так неправильно в этой сумке подобрали пластинки друг другу, то даже когда мы на таком расстоянии нам кажется, что они сделаны из одного самого рассчитанного логотипа. А на самом деле они наборные. Не видно Миша с папой? А вот это, как называется, Олег? Это кафедра, Где кто выступал? где выступал священник. Сказали, что она сделана из дуба. Сделанная из дуба кафедра, где выступал, поднимался священник, и его все люди, которые находились на богослужении, слышали и видели, да? Да. А сколько человек вмещается? Ну, 10 тысяч, по-моему, 10 сказал. тысяч, да. 10 тысяч человек вмещается одновременно в эту церковь. И вот она. Как называется? Что? Кафедра. И вот она кафедра, с которой стоя на которой все видели священника. Вот это, смотри, икона Святая Екатерина. Вот это мозаика, Рождество Богородицы. Здесь сувенирный островок, можно приобрести различные сувениры. Иконы. Вот здесь красивые. Колечки. Магниты. С Исаакиевским собором. Книжки различные. Сувенирные жетоны можно приобрести также. Есть экскурсионный отдел, где можно по поводу экскурсии договориться. Да? Картины будем смотреть? Икона Святой Петр. Взгляд. Это тоже картина. Картина маслом. Платов Артем. Петров Юрий. Новодевичий монастырь. Это большие западные двери. Как сказала экскурсовод, двери можно читать как книгу, да? Да. То есть в каждом вот квадратике изображено то или иное событие. Держи мою шапку, пожалуйста. Маркером и карандашами вот картина написана. Икона Святой Исаакий. Вот он. Это вот в честь него церковь, да? Да.
Идем дальше. Еще разок с этой стороны посмотрим, что это, Олег. Это леса для возведения колонн, соответственно, собора. Вот, молодец. Слушай, у тебя такая память. Все запомнил, молодец. Ты все запомнил, что сказала, да? Примерно, Эти? да. Вот, леса для возведения колонн Исаакиевского собора. Да, Олег? Да. То есть как их поднимали? Сначала возвели леса, Ага. потом как-то подвели эти подъемные механизмы и прочными морскими канатами Ага. привязывали эту колонну. Сначала она, получается, была в вертикальном положении, а потом потихоньку с помощью вон там вращательные Ага. колеса, эти люди по 8 человек на каждой этой колесе крутили, Угу. и потихоньку колонна поднималась. Понятно. Ну что, друзья, мы уже вышли на улицу, все посмотрели, все вам засняли. Будем уже прощаться с вами. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, приходите еще.